Доброго времени суток, мои дорогие зрители! Рада вас видеть на своем канале! Сегодня я хочу приготовить вот такой красивый шоколадный торт, такой вытянутой длинной формы, как брусок. Этот торт настоящий шоколадный праздник. Идеальное сочетание нежнейшего шоколадного бисквита, ганаша, покрытый полностью мягкой шоколадной глазурью. А перед тем, как начать просмотр, подпишитесь, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Ну что ж, поехали! Напомню, что как всегда полный рецепт со всеми ингредиентами будут в описании под видео. Первым делом я приготовлю шоколадный ганаш. Для этого мне нужно покрошить 200 грамм темного настоящего шоколада и нагреть 400 мл сливок до хорошо теплого состояния, кипятить не нужно. Заливаю шоколад теплыми сливками и размешиваю до получения однородной массы. Заготовку крема нужно поставить в холодильник минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь. Убедитесь, что шоколад полностью растворился и не осталось никаких крупинок. Приступаю к приготовлению шоколадного бисквита. Для этого я на водяной бане смешиваю 50 грамм молочного шоколада, 65 мл молока и 38 грамм оливкового масла. Оливковое масло можно заменить любым рафинированным растительным маслом, рапсовым, подсолнечным или кукурузным. Главное, чтобы оно было без сильного запаха. Но лучше же, конечно, брать оливковое. Перемешиваю все ингредиенты до однородного состояния и оставляю в сторонке немного остыть. Далее мне понадобится 5 яиц. Я отделяю белки от желтков. В желтки я добавляю 50 грамм сахара и взбиваю все в пышную массу до посветления. Далее в желтки я вливаю шоколадно-масляную смесь и смешиваю все до однородной массы. Очень важно не лениться и не пропускать этот шаг. Шоколадные коржи сами по себе имеют много жира, поэтому могут получиться достаточно плотными. Если отдельно взбить белки и желтки, то бисквит станет более пышным и мягким. Далее я смешиваю 75 грамм муки, 25 грамм какао-порошка и половинку чайной ложки разрыхлителя. В идеале нужно все просеять 2 раза. Затем аккуратно лопаткой в 2 этапа смешиваем шоколадную массу с сухими ингредиентами. Это нужно для того, чтобы сохранить в тесте как можно больше воздуха. Примерно вот такая консистенция должна у вас получиться в итоге. Белки взбиваю в пену и постепенно добавляю 30 грамм сахара. Добавляю сахар в 2-3 этапа. Вот такими должны получиться белки. Теперь также аккуратно смешиваем взбитые белки и шоколадное тесто. Лопаткой нужно двигаться вот так, сверху вниз. Нам важно максимально сохранить пузырьки воздуха. В этом процессе спешка абсолютно лишняя. Вот такое тесто должно получиться в итоге. Самое время включить духовку на 150 градусов, чтобы она разогревалась. Для выпекания мне понадобится 2 формы, одна маленькая, собственно, в которой будет сам бисквит, и одна большая, в которой буду заливать кипяток. Вливаю тесто в форму, я предварительно уже застелила пергаментом и смазала стенки маслом. Также я заранее подготовила кипяток, вливаю его в большую форму и ставлю в этот кипяток форму с бисквитом. Кипятка должно быть примерно на 2 пальца высотой. Бисквит нужно готовить до сухой зубочистки. У меня на это ушло примерно 35 минут. Вы же ориентируйтесь по своей духовке. А пока корж готовится, я достану шоколадный ганаш и взобью его в пышный крем. После взбивания оставить крем в холодильнике. И вот мой бисквит готов. Я начинаю его разрезать. Перед тем, как разрезать его, нужно, чтобы он полностью остыл. Бисквит нужно разрезать минимум на 3 слоя, как можно ровнее. Я тоже вот пытаюсь очень ровно нарезать с помощью таких алюминиевых брусочков. Мне даже помогает моя съемочная команда. Верхушку я вообще срезала и не использовала, так как хочу, чтобы торт был максимально ровным. Далее я приступаю к сборке торта. Я использовала для этого кондитерский шприц. Толщина каждого слоя крема должна быть примерно 3 мм. Каждый корж я немного пропитала ликером Бейлис. На видео это не показано, потому что я забыла пропитать 2 коржа, пропитала только последний. Но это очень важный шаг, его не пропускайте, потому что так торт будет более влажный и сочный. Бейлис можно заменить на какой-то шоколадный ликер или кофейный. Еще можно просто приготовить сладкий кофе с молоком, например, и пропитать им коржи. Также можете использовать классическую пропитку из воды и сахара. Соотношение должно быть 6 к 4. Выравниваю края торта. Хочу, чтобы было максимально ровно и красиво. На выравнивание торта у меня ушло примерно полчаса, может и больше, так как это не круглый торт.
круглый торт выравнивать гораздо проще. В общем, пыхтела я, и у меня получилось вот такое. Ну, скажем так, не идеально ровно, ну хотя бы приближенно к такой прямоугольной форме бруска. Ставлю тортик в холодильник минимум на 2 часа, а тем временем я приготовлю шоколадную глазурь. Для этого на водяной бане я смешиваю 200 грамм жирных сливок и 200 грамм темного шоколада. Должна получиться гладкая однородная масса. В самом конце я добавляю примерно 10 грамм сливочного масла. Чтобы покрыть торт глазурью, она должна быть чуть теплее температуры человеческого тела, но не более 40 градусов. В идеале, конечно, иметь кулинарный термометр. Мой уже показывает 36 градусов, поэтому спешу покрывать торт. Итак, момент истины. Обратите внимание, глазурь застыла, не покрыв полностью торт. Это означает, что она была слишком холодной. Все-таки я считаю, когда вы уже проверяете температуру, вот она нужная, там 39-40 градусов, можно уже поливать, потому что торт сам холодный. И, соответственно, пока вы там измерите температуру, пока вы все это подготовите, пройдет там какая-то еще 30 секунд, минутка, вот, и глазурь еще больше остынет. Поэтому советую все-таки брать чуть теплее. Но это не такая уж катастрофа. Я немножко помогаю лопаткой, чтобы глазурь больше распределилась. Добавляю еще глазурь по бокам, вот таким образом. Она еще будет разравниваться сама по себе до какого-то момента, но тянуть и ждать этого момента я не советую, так как останутся горбочки, она просто застынет у вас. Торт нужно оставить в холодильнике минимум на 1 час, и можно сразу есть. Мой любимый момент – первое разрезание торта. Посмотрите, какая красота! Он невероятно мягкий, вкусный, нежный. Такой торт идеально подойдет к кофе. Я уже хочу это съесть. Эти влажные коржи просто тают во рту. Снимаю пробу. Очень вкусно, супер шоколадно. Я люблю такие, похожие на пражские чем-то. Может, даже лучше. Если вам понравилось мое видео, не забудьте поставить лайк, подпишитесь. Вам не сложно, мне приятно. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. Всего хорошего, пока-пока. Мам, когда торт есть будем? Сейчас еще немножечко, подождите секундочку, потерпите. Стоп, снято. Ну что, быстренько побежали кушать. Мама, оно еще...